Всем привет! Давайте сегодня поговорим о Mercedes-Benz модели SL в кузове W113. А поводом для этого послужит любопытный экземпляр, выставленный на продажу в конце июня на лондонском аукционе Classic Car Auctions. К началу 60-х годов в линейке SL у Mercedes-Benz были две модели – Supercar 300 SL и спортивный Roadster 190 SL, созданные с прицелом на американский рынок. Руководство концерна задумалось об объединении этих моделей в одну, по причине того, что 300 был слишком дорогим, чтобы иметь коммерческий успех в своем сегменте, а 190 для этого не хватало производительности. Была поставлена цель максимально унифицировать в техническом плане новую модель с другой продукцией фирмы для сокращения производственных расходов. Внешний облик, напротив, должен был выделяться на фоне конкурентов того времени. Легендарный дизайнер Поль Брак разработал совершенно новый двухместный несущий кузов, которому был присвоен индекс W113. Низкий, широкий и короткий с колесной базой 2400 мм. Он отличался весьма привлекательным внешним видом, характерной чертой которого оказались вертикальные блок-фары в стилистике 300 SL. В сравнении с остальными моделями Mercedes, W113 отличался горизонтальной решеткой радиатора с крупной трехлучевой звездой посередине. Впервые 230 SL был показан публике на Женевском автосалоне 1963 года. Стоит также отметить, что впоследствии модель получила прозвище «Пагода», благодаря заказному съемному жесткому верху с необычным поперечным сечением. Капот, крышка багажника и двери были выполнены из алюминия. А еще это поколение SL было первым автомобилем Mercedes-Benz с радиальными шинами. Как уже говорилось, 113 старались максимально унифицировать с существующими разработками, поэтому автомобиль имел общую платформу с серией Fintail, благодаря чему новинка получила независимую пружинную подвеску на двойных поперечных рычагах спереди и ведущий мост с качающимися полуосями сзади, а также передние дисковые и задние барабанные тормоза. Структура кузова предусматривала поглощающие удары зоны деформации и безопасный салон без выступающих элементов. В дальнейшем, в соответствии с нормами законодательства, на американских машинах появились трехточечные ремни безопасности и поглощающая энергию удара рулевая колонка. За 8 лет выпускались 3 разные модели, каждая из которых имела собственную версию шестицилиндрового двигателя с впрыском топлива, а величина его рабочего объема отражалась в индексе. Первый автомобиль 230 SL оснащался двигателем рабочим объемом 2306 кубических сантиметров, мощностью 150 лошадиных сил, и выпускался с 63 по 67 годы. С декабря 66 по январь 68 компания предлагала вариант 250 SL с двигателем, позаимствованным у седанов серии S, объемом 2496 кубических сантиметров, выдававшим те же 150 лошадиных сил. Стандартными на нем стали дисковые тормоза на всех колесах. И, наконец, последним вариантом стал 280 SL с версией того же мотора, но с увеличенным рабочим объемом до 2778 кубических сантиметров и мощностью 170 лошадиных сил. Такая версия выпускалась с 68 по 71 годы. На выбор предлагались 3 коробки передач: механическая 4- и 5-ступенчатая ZF и 4-ступенчатая автоматическая. Любопытно, что за весь период производства внешний вид и передняя панель автомобилей не менялись. Облик 230-го выглядел практически так же, как и 280-й. Машина оказалась несравнимо более удачной, чем все предыдущие спортивные автомобили компании, и пользовалась повышенным спросом.
За время производства было построено почти 49 тысяч экземпляров. Для сравнения, 190-я модель была произведена в количестве чуть менее 26 тысяч штук, а 300-я серия – лишь 3260 автомобилей. Что же касается спортивных успехов, то под управлением Ойгена Бёрингера она одержала победу в непростом ралли Спа-София-Льеж, состоявшемся с 27 по 31 августа 1963 года. Спустя год экипаж стал третьим, уступив победу из-за проблем с надежностью спортивного болида. К слову, чемпионский 230 SL теперь украшает коллекцию фирменного музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Ну и еще хотелось бы остановиться на теме экспериментов, связанных с кузовом W113. Появившись впервые на выставке в Париже в 1963 году, необычный дизайн вызвал не только восторг, но и удивление. Поводом для этого выступала все та же необычная крыша. Итальянцы из ателье Пининфарино обратились в Штутгарт с предложением поработать над улучшением образа новой модели и получили официальное разрешение на свободу творчества. Благодаря стараниям еще одного легендарного дизайнера Тома Тьярде на свет появилось изящное купе с ниспадающей стильной линией крыши. Представленный экземпляр вызвал положительные отзывы, Пининфарино успела собрать несколько десятков заказов, однако немцы в последний момент отказались от совместного проекта, решив самостоятельно сосредоточиться на производстве 230 SL, оказавшемся весьма востребованным после премьеры. Другой известный дизайнер прошлого века, Пьетро Фруа, решил представить свой взгляд на спортивный Mercedes и сконструировал трехдверный универсал. Дизайн автомобиля вышел не совсем однозначным. Если задняя его часть соответствовала канонам шутинг-брейка, то спереди крупная решетка радиатора смотрелась весьма чужеродно. Неудивительно, что этот вариант так и остался в единственном экземпляре, не вызвав интерес у потенциальных покупателей. Итак, поводом для сегодняшнего рассказа о вышеупомянутой модели SL стал аукцион Classic Car Auctions, запланированный в Лондоне в конце июня текущего года. На мероприятии The London Classic Car Show Sale выставляется на продажу Mercedes-Benz 230 SL 1965 года, принадлежавшей актрисе Брит Экланд, известной широкой публике по ролям в таких фильмах, как «Убрать Картера» 1971 года, «Плетеный человек» 1973. Кроме того, одной из ее ролей была спутница Джеймса Бонда в 9-м фильме о похождениях секретного агента «Человек с золотым пистолетом» 1974 года с Роджером Муром в главной роли. Автомобиль оказался в собственности актрисы в 1965 году в качестве подарка от ее супруга, знаменитого английского актера Питера Селлерса. С тех пор этот праворульный экземпляр с пробегом менее 50 тысяч миль побывал в руках у 4 владельцев. В текущем году на рынке классических автомобилей средняя стоимость 230-й модели успела вырасти с 55 до 100 тысяч долларов, а сейчас упала до отметки в 80 тысяч. Учитывая тот факт, что автомобиль имеет в своем историческом профайле знаменитых владельцев, то весьма интересно будет понаблюдать за результатами торгов на грядущем аукционе. Ну а что же касается предполагаемой стоимости звездного 230 SL, то она приближается к отметке в 80-100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 113-141 тысячу долларов. Кто знает, а вдруг стоимость приблизится к аналогичному экземпляру 1965 года Джона Леннона, за который в 2019 году аукцион Барретт Джексон выручил 187 тысяч долларов. Ну а пока всем удачи и пока!